Вот такими мы их встретили в марте 85-го года у гостиницы «Россия», когда Симеоны прилетели в Москву на Дни культуры Иркутской области. То был год их взлета. Сейчас вы увидите снятый в то время фильм. Мог ли кто-нибудь подумать, что все так трагически обернется? Василий убьет мать, покончит с собой. Дмитрий слева убьет стюардессу, покончит с собой. Олег покончит с собой. Саша с контрабасом покончит с собой. Игорь попадет в тюрьму. Миша чудом спасется. Сережу ранят. Мать, Нинель Сергеевна, вы уже знаете, что с ней случилось. Нравится им вся музыка. Они играют и русский, и классику любят. Это у каждого по-своему. Они Армстронга послушали пластинку? Они, собственно, даже и автобиографию. Ольга и вообще тоже попадет в тюрьму. А больше, конечно, ну вот эти звуки, вот музыка Армстронга, она у него по правде, по-настоящему берет за душу. Ну, конечно, я такая же женщина, как и все. Ну, мне интересно, что они играют, что это же мои играют. Ну, как мне может надоесть? Ножку, Лада, поставь. Лада. Лада. Лада, Лада, Лада. Сереженька, беги сюда. Брызгалку пока дай маме сюда. И траву тоже потихоньку вырывает сюда. Сюда давай. Около Георгина, ты все, оборвите траву. Осторожно. Пускай так. Вот у меня такое, что зло-то порождает просто зло. Вот когда их поругаешь, то он обидится. А вот он просто должен чувствовать, вот понимать. Вот не сделал тебе, а вот смотри, что мне тяжело. Инструмент у тебя должен быть свой. Должен. Вот ты играешь, хочешь играть? Хочу играть. А у тебя папы нет, мама болеет. Вот что можешь, то и делай. Вот можешь отогнать коров, отгони. Можешь там подмести, подмети. Важно, чтобы он был, труд. А не то, что вот я маленький, и я не буду. Поэтому нам некогда и хулиганить. Не успеваем мы. Не успеваем. Мы же материально, ну не скажу, что мы плохо живем. Ну, мы не богачи какие-то там, но мы живем-то неплохо. Если сказать, что мы покупаем сами себе инструменты. Ну, огород у нас небольшой, 8 соток. Ну, нам, если потрудиться, то хватает. Нет, она не здесь уже. Сижу здесь. Мы ее прошли. Ладно, сыграй ее вот отсюда. Аккордами просто. Еще раз раз играй. Нет, зажмись, нормально. Вот, я сейчас сам. Вот. Случилось неприятно, заболела. Вот болею, иногда месяц могу проваляться.
3 коровы подоить мальчику трудно. Ну, привык Саша. Ручки-то у него поднатужились. Ну, одну-то корову каждый из них подоит. Ой, фантазеры. Да у нас отец был такой фантазер. Любил, вот, значит, на сколько лет вперед, что будет, что там назад. Вот часто сядут и сидят, фантазируют. Вот сказок-то начитаются, какие там деревья могут расти, и дальше начинают от сказок, свое начинают фантазировать. Василий, Дмитрий, Саша. Вот, Миша, только ты неверно подголоски играешь. Вот начинается па 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 да 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 та та та, понимаешь? Ну, чтобы она атаку берем больше. Опять, давайте еще раз попробуем. Начинаем.
выхода номер 2 производится посадка в самолет на рейс 32, цепочки, следующий на Новосибирска. Усадка номер 4 заканчивается регистрацией билетов на рейс 32, Сергей, следующий на Новосибирск. Сидели тогда на крыше, ворошили сено в прошлом году. Гляжу, побежал Игорь, что-то записывает. Ну, что-то там сидел, насвистывал, придумывал. А потом и говорят: вот, мама, мы придумали песенку про нашу улицу. Блюз улица Детской. И улица, на которой мы живем. Джазовый фестиваль у нас был на Домской площади. Песни веселые играли, нас весь народ слушал, и нам хлопали. Там выступали негритосы из Африкании. И я по тебе соскучился. Не волнуйся, мама, я скоро приеду. Сережа, 7 Семенов. Ансамбль «Семь Семенов» — это сказку Вася прочитал. Сказка в родной речи есть. 7 братьев, и каждый знал свою работу. Ну, я, конечно, не думаю, что они там... Хотела бы, конечно, чтобы они играли, чтобы музыка у них была. Но главное, чтобы они всегда вместе были, вот дружные между собой. Не обязательно, что они там великие музыканты будут, а главное, чтобы вот у них вот все это тепло в душе осталось. Вот это главное. Миша сильно шарил, еще раз, Причем что? Гости будут сейчас уже готовиться, появятся на сцене. Это ансамбль из Иркутска, который называется «Семь Семенов». Это 7 братьев. Возраст участников ансамбля от 21 года до 5 лет. Конечно, их область — это традиционный джаз, совершенно естественно. Может быть, это самое простое, а может быть и не самое простое, потому что играть традиционный джаз сложно, его надо почувствовать. А как его почувствовать в Иркутске, на берегах Ангары, а не Миссисипи? Это довольно трудно себе представить.
9 марта 1988 года, 10 часов утра. Производится осмотр места происшествия. Сгоревший самолет Ту-154Б, находящийся на взлетно-посадочной полосе в поселке Вещево Ленинградской области. Первый пассажирский салон полностью уничтожен огнем. Среди сгоревших и оплавленных остатков пассажирского салона находится труп мужчины, обугленный, обозначенный под номером 1. В 2 метрах от первого трупа расположен труп номер 2. Остатки трупа полностью обуглены. В задней части второго пассажирского салона перед туалетами в непосредственной близости друг от друга находятся 4 обуглившиеся трупа. 9-й и последний труп обнаружен под трупом номер 7. Располагался он перпендикулярно оси самолета головой к правому борту. Под этим трупом обнаружен обгоревший ствол обреза одноствольного охотничьего ружья 16-го калибра. В пилотской кабине среди остатков оборудования обнаружен обгоревший пистолет системы Макарова. Номер пистолета визуально не просматривается.
Все 9 трупов упакованы в полиэтиленовые мешки и направлены экспертам для определения причин смерти. Из первого сообщения ТАСС. 8 марта группой вооруженных преступников совершена попытка захватить самолет Ту-154, выполнявший рейс Иркутск-Курган-Ленинград с целью угона за границу. Принятыми мерами преступники обезврежены. Погибла бортпроводница и 3 пассажира. Имеются пострадавшие. Они еще не были названы в первом сообщении, но это были они, наши Симеоны. Теперь судите сами. Могли ли мы предположить, что вся та, хочется сказать, довоенная жизнь этой большой семьи провалится навеки в тартарары? Вот здесь они готовили обрезы и бомбы, прятали их в контрабас, чтобы тайно принести на борт самолета. Здесь, на семейном совете, решили, что в случае неудачи взорвутся и покончат с собой. Что стряслось с семьей за 3 года? Или мы все ослепли от умиления? Почему семья так круто решила свою судьбу? Русские люди ведь, сибиряки. Неужто прежняя жизнь стала столь нестерпимой? И мать, как она решилась ввергнуть семью в эту пропасть? Пришла на пепелище крестная Галина Васильевна Вапашина. В ее семье когда-то нашла приют рано осиротевшая Нинель Сергеевна. По странному совпадению, процесс над Симеонами, которыми все так гордились, проходит в бывшем кассовом зале Иркутского аэропорта. Вот здесь, в злополучный день 8 марта, мать-героиню с семейством пропустили в самолет без особых строгостей, даже поздравили с женским днем. Овечкиных любили, коварство удалось. Бомбы и обрезы оказались на борту. «Но зло порождает зло», — сказала Нинель Сергеевна. И в адрес суда люди слали грозные письма. Всех оставшихся в живых Овечкиных не судить, а привязать на площади к верхушкам берез и разорвать на части. Максимова, педагог. Всех расстрелять с показом исполнения по телевизору. Толин, воин-интернационалист. Просим вынести высшее наказание, расстрел, чтобы знали, что такое Родина. От имени собрания парторг Гончаров. Людмила, старшая сестра, она живет отдельно и ничего не знала о готовящемся преступлении. Игорь, Ольга. Судья разрешила ей давать показания сидя. 7-й месяц беременности. Вас обвиняют в том, что вы соорганизовались в преступную группу с целью вооруженного захвата воздушного судна для угона его за пределы СССР. Покушались на незаконный перелет границы СССР. Признаете свою вину в данном преступлении? Признаю. Полностью, частично? Частично. Овечкин Игорь Дмитриевич, вину свою признаете по данной статье? Не признаете. Вообще не признаете? Не признаете вину. На предварительном следствии вы признавали свою вину частично. Сейчас изменились ваши показания? На предварительном следствии признал свою вину, теперь отрицает
Завтра опять признает. И все-таки не Игорь и не Ольга здесь главные преступники. Это все понимают. Мать. «85-й год. Гордость семейного ансамбля «Сережа» пошел в 1 класс. Это старый материал, не вошедший в первый фильм. Но как все это совместить с безумной акцией, с обрезами и бомбами? Ой, миленькие мои, вы все хорошие. Все хорошие. Какую глупость сделала. Уничтожила всех. Трое рода я у ней принимала. Таню, Мишу и Улю. У ней такие неудачные были роды последние. Галина Васильевна, но как она решилась иметь столько детей? А потому что она, первая Людочка у нее родилась, а вторая девочка родилась. Они на берегу Ушаковки жили. Они утром приезжают, на машине он шофером работал. Она говорит, у нас Лорочка умерла. Я говорю, как умерла? Умерла вот в завернутом одеялке. Хоронить, когда стали, она на могиле сказала, никогда в жизни не буду ничего уничтожать детей, если родить буду. Всех буду родить и всех ростить, сколько будет у меня их. Вот и родила. Кто были родители у Нины Сергеевны? Ну, крестьяне, деревенские они были. Отец ее умер, а мать убили. Мать так погибла и нелепо. Когда война началась, на полях работали они, колхозную работу. И она шла с поля, с полевой работы. В ней сумочка маленькая была. И она наклонилась, а 8 картошек в сумочке обнаружилось, накопала. А сторож пьяный был. Ага, видит, что копает картошку. Он подошел и в упор стрелил прямо в голову. И сразу тут же она умерла. И сколько у нее осталось детей? Одна Неля. Ну, одна была. Милые мои, все заводки такие, детки хорошие. Ну, вот муж часто бывал пьяным. Но как же они ладили в семье? Ну, конечно, когда он напивался, шумел, начнет дубоширничать, тут она могла его и ударить, и набить, и ругаться с ним. А на завтра же опять все обстирает его, обмоет, и опять Дима, помирятся. Вредничал, шумел, когда это уж сильно пить стал. Он даже дежурил, когда придет из магазина, ружьишко там у него было, он форточку откроет, дострелял их, они там упадут, да на полу лежат, она там скомандует, что падайте на пол, лежите, чтобы он никого не застрелил. Скандалил с ними, ругался. Запрягу я кошку-ложку, таракана, так, прокачу свою милашку, всем народу на показ. Очень была ласковая мать. Если кто заболеет, прямо большой, высокий уж, большой ребенок, она схватывает, бежит с ним, тащит его в больницу скорее спасать, чтобы не разболелся. К ним она была очень ласковая. Она их только звала Танечка, Димочка, Мишечка, Сашечка. Вот так она их звала. Она никогда на них никогда не шлепнет, никогда не закричит, никогда не повысит голоса на них. Я всегда говорила, Господи, какая же ты ласковая. Думаю, если такие ласковые матери не бывают долговекие, всегда рано умирают. Ребенок маленький кричал. Он кричал, Васечка, Димочка, только, пожалуйста, не взрывайте бомбу. А мать ему, ну я не видела, конечно, но слышала.
Ой, чувствовала, что она ему рот ладошкой зажала и говорит: замолчи, скотина, иначе хуже будет. Ну а потом, когда Жаркую убили и... И потом истерический голос: не смотреть на нас, будем стрелять. И командиру корабля они передавали: на твоей совести есть один труп, будут еще пассажиры. Так что выбирай, мол. Они требовали взлет, только, мать кричала, в любой капиталистической стране, только не в соцстране. Говорит, нечего с ними разговаривать. Расстреливай пассажиров. Все, нам терять нечего. Что же передала Нинель Сергеевна своим детям? Вспоминаются ее слова. Василий, гордый, высокомерный, но добрый. Это он убил мать по ее просьбе. Олег, вот это характер. Все делает до конца. Перед самоубийством отдал свой пиджак стюардессе Николаевой, чтоб та не простудилась. Дмитрий, шебутной, вспыльчивый. Это он убил старшую бортпроводницу Тамару Жаркую. Саша, молчаливый, с секретом. Пронес в своем контрабасе оружие, самолет. Игорь, слишком самоуверенный, плутоват. Миша, открытая душа, самый одаренный. Сережа, себе на уме, пользуется тем, что маленький. А с ними жили еще 3 сестры: Ольга, Таня и Уля. В конце 86-го года большой семье Овечкиных дали в новом доме 2 смежные квартиры. Пришел конец их крестьянской жизни. Здесь Нинель Сергеевна в последний раз накормила свое семейство и увела в бой. Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное... Видать, избавление от крестьянских забот успеха семье не принесло. Хозяйство распродали, но горожанами они так и не стали. Профессий у ребят не было, а с платными концертами выступать им запретили. И вот тогда, видимо, братьями окончательно завладела идея искать счастье на Западе. Как раз подоспела зарубежная поездка. Под новый 88-й год от Олега пришло письмо. «Извините, что долго не писали. Сейчас у нас хорошие новости. В ноябре мы побывали в Японии, в сказочной стране. Мы ехали с официальной делегацией во главе с председателем горсовета. Это действительно настолько необычная страна, своеобразная, красивая и удивительная, как будто эти дни прошли в каком-то сне». Но в Японии Овечкины жили не только сновидениями. Это подтверждается показаниями Игоря. В 1987 году, в ноябре, мы поехали в Канадзаву, в Японию. Когда приехали, Олег хотел взять такси и уехать в американское посольство. Взять такси и посадить в
все, кто там был с нами, и уехать в Токио. Но он ходил ловить и не поймал такси. Я ему говорю, зачем? Он сказал, уедем и все, останемся. Вы очень много пишете о Романенко. Кто это такой? Это бывший руководитель нашего ансамбля. А почему с такой неприязнью о нем пишете? Ну потому что я же уже объяснял там, если бы не Романенко, ничего бы не случилось. А в чем он виноват? Объясните, чтобы мы знали. Но он воспитывал, всегда говорил, что в Советском Союзе джаз вообще невозможно играть. Джаз невозможно? Я-то еще был маленький, ничего не понимал. Но братья воспитывались так. Что вообще в Советском Союзе музыкантов нет и вот тому подобное. Они все были музыкальные. Вот они все обладали вот такой способностью музыкально переживать. И каждый по-своему заводился. Но у одного были одни данные музыкальные, выше просто природа его была высокая, а у другого ниже. Вот, и здесь, конечно, из них всегда выделялись Мишка, Игорь. Ну, Сережка так еще непонятно, он так маленький был. Но старшие, я сказал, они слабые просто были по своим профессиональным музыкальным данным, они очень слабые, посредственные. Вот у них Мишка, он внешне только белый, а вот здесь вот нутро у него черное. В смысле, что он может играть как настоящий негритос. То есть настоящий негритянский джаз, по большому счету. Это было вообще уникальное это явление. То есть он говорил как настоящий, ну то есть самое сложное, это вот научиться на правильной фразировке. Это высшее вот искусство в джазе. И он разговаривал на своем тромбоне, он так и разговаривал. И вот это всегда потрясало. Это меня все время потрясало, это было необъяснимо. И научить этому, по-моему, просто нельзя было. Но жили они в бедности, в убожестве. Им все приходилось самим все это. Я видел, как они спали, вдвоем на диванчике, ребятишки, девчонки. Там нету, воды нету в доме, за всем ходить нужно было. Ну, все озлобляло вот эту мать. Ну, знаете, вот тяжело все это было. А ребята стеснялись своей скотины, навоза. Соседские мальчишки их дразнили. Деревня, овцы. А журналисты, в том числе и мы, умилялись. 7 Симеонов, 7 братьев, и каждый знал свою работу. Мы искали тут гармонию, союз труда и искусства. Евгений, ты все, оборите нам? Овечкины действительно были городскими крестьянами. На своих 8 сотках семья держала 3 коровы, 5 свиней, кроликов, кур. Огород давал ранние овощи, помидоры, огурцы. Так бы нам работать на общественных нивах, давно бы горя не знали. Словом, семейная ферма кормила, одевала, давала деньги на музыку. Труба для Дмитрия 1500, летали за ней в Москву. Пианино для Игоря 1300, саксофон для Олега 1000 рублей. Ансамбль стал знаменитым. Нинель Сергеевну осаждали журналисты. Город предъявлял Симеонов как культурное достижение, как забавный сувенир. Но в истинном свете семью никто не видел. А для Овечкиных музыка была не забавой. Семейный джаз был их главным делом. Он мог изменить их жизнь. Он сулил богатство и успех.
Я уже 2 недели как батарейный барабанщик. Вожу батарею на завтрак, обед и ужин. Только барабан плохой. Вместо пластика снизу стоит целлофан. Это пишет Дмитрий из армии. Мне каждую ночь дом снится. Вчера Серега приснился, будто он сидит на заваленке, на банджо играет. Я служу всего 1,5 месяца, а соскучился по вам всем, как будто не видел вас 10 лет. Олега, объясни Мише и Сереге, что такое тонема, для чего ее играют. Самое главное, не теряйте джазового настроения. Все братья свои письма иллюстрировали рисунками. И слушайтесь маму беспрекословно. Хоть что она говорит, выполняйте. Мама, разреши Олеге прийти с Мишей или Серегой. Вызвать курсанта Овечкина. Из армейской характеристики. Дмитрий Дмитриевич Овечкин, 64-го года рождения. Трудолюбив, постоянно повышает идейно-политический уровень. Морально устойчив. Делу КПСС и советскому правительству предан. 18 июня 1986 года. Почти за 2 года до роковых выстрелов на борту. Я до сих пор просто не верю в то, что кто-то из них мог убить человека. А что это авантюра, я не думаю, что они сами могли на это пойти. Подсудимые говорят о том, что вы якобы пропагандировали о том, что вот за границей лучше жизнь. Ну, не знаю. Сказать все можно. Нет, я вас вот задал вам вопрос. Вы ответьте, пожалуйста, было такое или нет? Нет, такого не было. Нет. Овечкин, встаньте. А вы нам что по этому вопросу можете пояснить? Был ли разговор о том, что за границей лучше жизнь от Романенко? Было такое или нет? Ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос. Не было такого. А в своих показаниях? Показаниях неправда? А зачем же наговаривать было на своего бывшего руководителя? Он должен оправдываться, действительно такое было или нет. Самый счастливый год для Семенов был 1985. Приглашение на джазовые фестивали в Тбилиси, Кемерово, Ригу. В этих поездках Ольга заменяла 6-летнему Сереже мать. Да и братьям тоже. После Риги они поехали на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москву. И под конец года Овечкиных послали учиться в знаменитое музыкальное училище имени Гнесиных. Все как будто складывалось наилучшим образом. Но у Семенов уже было что-то на уме. В каждом преступлении, говорят французы, ищите женщину. От Олега, прозванного в семье американцем, пришло письмо. У нас сейчас немного изменились планы. Москва нам преподнесла немного не то, что мы ожидали. Нужно паузу. У меня к вам одна просьба. Дело в том, что я переписываюсь с девчонкой из Соединенных Штатов. Она знает наш ансамбль и попросила фото Сережи, снятую с телевизора. Гала-концерт. Может быть, эта фотография нужна была Олегу для предварительной рекламы за рубежом. Он ведь понимал, что именно Сережа – гвоздь ансамбля. Именно он превращает их выступление в аттракцион, вызывает всеобщее умиление.
Уже после суда мы побывали в училище имени Гнесиных, чтобы выяснить, что же такое преподнесла Овечкиным Москва. Почему они покинули училище? В этот период выполняла обязанности заведующей эстрадно-филармоническим отделением училища. Гнесиных, да. Именно того училища, куда поступали и куда поступили братья Овечкины. Безусловно, они вызывали интерес. Но Овечкиных ведь, собственно говоря, стали эксплуатировать. Училище? Да. Вы понимаете, если же музыканты вот в самом начале, когда Овечкиных привезли, сами музыканты с интересом просто посмотрели на то, что делается на концерте, то когда они стали студентами, они только 4 дня проучились в училище, и у нас уже был праздник улицы Воровского. И их уже на этот праздник толкнули, так сказать, на публичное выступление. И этот рынок повлек за собой вот это вот отношение. Мы исключительные. С ними занимается масса педагогов. Никто ничего сделать не может. Причем педагоги опытные. Вот противостояние какое-то такое. Какая-то иная сила, которая, понимаете, ведет их. Вот, которая проведет через все неприятности. Они были ведь в этом очень убеждены. Поманила Москва. Уже семья перенацелилась на Москву. В Москве следующий виток. У нас было целое собрание, когда Овечкин, Вася, заявил о том, что в Москве им не у кого учиться. Они могут учиться только лишь в Амстердаме. Похоже, именно в Москве из них окончательно выветрилась наивная сказка о 7 Симеонах и замаячили в пустоте образы удачливых суперменов из кинобоевиков. Всем оставаться на местах! Сопротивление бесполезно. Это что, шутка? Ага. Шутка! Самолет практически захвачен. У нас оружие и граната. В багажнике 4 шашки Аманала. И запомните, терять нам нечего. У меня болезнь рака и 3 судимости. У нее тоже. А за 100 душ ответ перед Богом. А ты иди сюда. Иди сюда. И передай командиру. Сухуми отменяется. Летим в Турцию, поняла? Иди. А всем гражданам-пассажирам возвращение на любимую родину я гарантирую. А группа захвата тем временем проводила очередную тренировку. Отрабатывались приемы борьбы с холодным и огнестрельным оружием. Очень агрессивно настроены, да? Да. Если не слышат, они сейчас в кабину. Командир, действовать по инструкции. В кабину не пускайте пока. В кабину не пускайте. Вы можете нашу связь, мой разговор вывести в салон. Можете? Сейчас, минуту. Внимание, внимание! Говорит командование Северо-Западного пограничного округа. Мы предлагаем вам выпустить пассажиров, находящихся в салоне, в обмен на заправку самолета и гарантируем вылет в Хельсинки, столицу Финляндии. Конец связи.
корейский самолет, на отсутствие документов, заправку, что угодно. Но полчаса потяните время. Согласятся они, не согласятся. Пусть они думают, обсуждают. Нам главное сейчас надо время. Все силы уже готовы. Так что будьте спокойны. В течение получаса мы все проблемы решим. Вы понимаете, о чем идет разговор? Вы им скажите, что если только будет произведен хоть один выстрел, они себя ставят вне закона и будут уничтожены, как бешеные собаки. Об огне не может быть и речи. А так им грозит 2-3 года, не более, в условиях демократизации. Начали стрелять, я вам говорю. Начали стрелять? Да. Куда выстрел? Куда выстрел? Выясните. Дверь? Начали стрелять в дверь? Понял. На выстрелы не отвечать. Дверь выдержит таран или не выдержит? Если вломятся в салон, уничтожать. Нет, я просто телефон не говорю. Второй выстрел куда был? Нашу дверь. Вашу дверь, поняли. В пилотскую кабину они так и не прорвались. Жертвой угонщиков стала бортпроводница Тамара Жаркая, которая все время их успокаивала. Летим в Финляндию, до заправка в Хельсинки. Овечкины требовали лететь в Лондон. А когда сели под Выборгом, все еще твердила: мы в Финляндии, хотя по полосе уже бежали наши солдаты. В той ситуации Тамара Жаркая оказалась, пожалуй, самой трагической фигурой. Быть может, она вводила в заблуждение угонщиков и пассажиров из высших государственных соображений, выполняя приказы. Но ложь есть ложь, и шла она с земли и от командира корабля. Смерть ее может быть примером. Судьба ей подарила только молодость, а смерть дала ей бессмертие. Середину между жизнью и смертью она не выбирала. Поступила так, как воспитала ее партия, как воспитал ее наш социалистический образ жизни. Уже в загоревшемся от взрыва бомбы самолете, когда стало ясно, что расплата неминуема, Овечкины-старшие вместе с матерью исполнили свое решение живыми не сдаваться. В последнюю секунду Василий крикнул Мише и Сереже: «Бегите, вы маленькие, вам ничего не будет». Вот в самолете что ты там делал? И что братья делали? Чего им надо-то было? Я сидел и плакал. Я боялся. А чего ты боялся? Что взорвемся. А вот что ты помнишь 8 марта? Я помню, как меня ранило и все. Ранило тебя? А куда тебя ранило? В левое бедро. В левое бедро? А сейчас ты как себя чувствуешь? Я сейчас болею. Болеешь? Ну давай, коль ты у нас сегодня приболел, мы перенесем допрос твой. Вот встретимся послезавтра. Брат сразу Дима стрелял в перегородку, чтобы пилотов напугать. Потом они совсем уже испугались, начали орать. Олег ушел в передний салон, Дима сзади стоял с обрезом.
Когда Олег около двери кричал, открывай дверь, а то сейчас взорвем. Потом начал кричать, Игорь, иди сюда. Я к нему пошел, он говорит, неси бомбу. Я спросил, говорю, зачем? Он говорит, сейчас будем взрывать пилотскую кабину. Но я взрывать ее не хотел, и поэтому бомбу ему не принес. Я знал, что если взорвется, то все, самолет загорится. Потом меня Олег опять позвал. Он истерично орал, я его испугался, он с обрезом стоял, и он мог застрелить в таком состоянии. Я схватил лестницу и бил лестницей по пилотской кабине. Потом лестница ничего не взяла, он сказал, бей так, и заорал. Я несколько раз пнул, потом убежал от него в задний салон, что я его боялся, очень страшно было. Орал. И потом еще подозвал меня, на ухо мне сказал, короче, слушайся, или тебя застрелю. Потом начали меня кричать, Игорь, иди сюда взрываться, я не пошел, потому что молодой еще жить хочу. Звали взрываться? Ну, звали меня. А кто звал? Не знаю, свистели, кричали, Игорь, иди сюда, и все. Я лежал, у меня нога болела. Потом я с помощью рук встал, посмотрел, что в зале, смотрю, там братья уже стреляются. Дима и Саша мертвые, мать крикнула, застрели меня. Только посмотрел, Вася перезарядил обрез, и мать выстрелила. У матери черепная коробка открылась. Я знал, что если меня брат заметит, он меня застрелит. Я убежал в туалет в пивине. Испугались, что вас пристрелят? Конечно. И куда убежали? Вперед. И где спрятались? В туалет зашел. Основная группа блокирования. Смените первичную группу. Действуйте скрытно. Используйте естественные и искусственные укрытия. Учтите, что из самолета будут выпускать пассажиров. Мы должны полностью их обезопасить. Поэтому малейшая ваша неосторожность может дорого обойтись. Действуйте. Направо. В автобус бегом. Марш! Юра, оружие. Быстро в салон. Вставай. А ну, пошел. Докладывает командир группы захвата. Операция по обезвреживанию преступников завершена. Давай, есть. Дай закурить, Иван Семенович. Вы же, кажется, бросили, Василий Кузьмич. Вот теперь окончательно бросил. Преступники с вами по СПУ говорят? Говорили, как и говорят все. Командир, в заднем салоне что-то горит. У вас есть там пожаротушение? Двигатели выключайте, включайте пожаротушение. Горит, да? Кто-то сзади горит, да. Возможно, топливо разлили, подожгли, это их прием. Пожарный на подходе, не переживайте.
В результате блестяще проведенной операции, почти как в лихом кинобоевике, который мы только что видели, самолет полностью сгорел, 9 человек погибло, 36 ранено. Жертв было больше, чем при штурме Зимнего. Кстати, операцию провело Управление внутренних дел Ленинградского облсполкома. А вот по инструкции экипаж должен принимать меры к тушению пожара, к эвакуации пассажиров? Конечно. Должен. К спасению. А почему же вы не принимали? Я не видел пожара еще. Я не видел, что горит. Я один борт вижу, а другой борт... А второй-то, когда же он загорелся-то? Вот нам объяснить, пожалуйста. Так вот, я тогда уже на самолет поворачиваю, и вот тогда я вижу, что слева падают пассажиры, а справа горит самолет. Ну вот и ваша помощь какая по оказанию? Вот тогда я бегу... Конкретно, вы лично как помогали? Я бегу за генералом, я говорю, надо же тушить. Он говорит, а самолет обезврежен, не обезврежен. Я говорю, не обезврежен самолет. Вот и все мои действия. Ну а как вот наказано за то, что штурманская сумка сгорела и пистолет вы оставили? Да я бы мог его взять с собой. Ну, вот вы не взяли, исходим из того, что вы не взяли ничего. Как вы наказаны? Да никак я не наказан. В этой ситуации я не помнила о своем портфеле и не помнила о пистолете. А о чем же вы помните? О том, что надо было тушить пожар. Вот а и почему все. же не тушили? Могу ответить на вопрос. Ну, пожалуйста. Если самолет терпит бедствие в воздухе, то экипаж должен этим заниматься. Это его прямая обязанность. А когда на земле, то не должен? Когда на земле мы поступили в распоряжение оперативного штаба, то этим заниматься должен штаб. А вы что должны делать? Мы должны выполнять команды. Слишком команду выполнять. У меня был бронежилет, был щит и был пистолет. Задача какая была поставлена? Конкретно меня? Нет, вообще. Конкретно было проникнуть в самолет и обезвредить. И обезвредить. Так, пожалуйста, вы где проникли? Проникли мы в кабину. В то время, как мы проникали, там в дверь стучали, стреляли в дверь, пинали там и много ругались. До этого в кабине уже было наших 2 товарища. Рации нас отказали от шума. И перед тем кто-то из вечных кричал, что тащи бомбу, взрываю, раз, два. Только дверь открылась, мы еще даже не сделали движение, на нас обрушилась куча огня. Товарища сзади сразу ранило, он упал. Знаете? Потом ранило меня, и я уже статически начал отстреливаться. Потому что если бы я не открыл огонь... Куда вас ранили? Меня в руку ранило. Потом эвакуировали сперва товарища, потом меня. Через форточку, да. Через форточку кабины. Нас посадили в УАЗик, мы были в таком состоянии, много крови потеряли. И нас повезли в санчасть. Мне постоянно массажировали сонную артерию, а товарищ отходил. У вас было сделано 2 выстрела. Вы понимаете, они начали раньше стрелять и закончили позже стрелять. Понимаете? Говорить, что это было 2 выстрела, это было бы, я не знаю, понимаете? Я имею в виду из двуствольного обреза. Не знаю. И вы тоже выстрелили? Нет, сперва ранило товарища, он упал. Потом ранил меня, я уже начал отстреливаться. И потом автоматом захлопнулась дверь, там взрыв раздался. И захлопнулась дверь. Да. А куда вы стреляли? В них в упор. Перерыв на 10 минут объявляется. Расстреляли спасатели все патроны. А куда эти все пули ушли? В салон самолета. Почему столько раненых? Это, видимо, от этого. А вот Овечкины, они... Овечкины в первом салоне по пассажирам не стреляли. Не стрелял ни один из них. Я видел, как они угрожающие выстрелы делали вверх, перед пилотской кабиной. Стреляли в дверь, били стремянкой, а по пассажирам не стреляли. Но угрожать угрожали, естественно. А как группа захвата действовала? Вот, как это происходило? Группу захвата мы ждали после того, как сели. И так до конца ее не дождались. Несмотря на публикации во многих газетах, что группа захвата помогала эвакуироваться. Этого ничего не было. Вот даже газета «Советский спорт» за 2 апреля, она описала о 2 членах группы захвата, что они такие герои, мастера спорта по стрельбе,
дзюдо и боксу. Но мы их не видели. И пассажирам никакой помощи не было. Наоборот, когда люди спрыгивали с самолета, вместо того, чтобы помочь, просто-напросто избивали. В том числе и меня. И избивали не просто так, а сапогами садистски. Я, когда сполз с кресла, слышал только визг над головой. Пули на меня что-то посыпалось сверху. Ну а вот кроме того, как один раз группа захвата действовала, еще были какие-то попытки? Нет, больше не было. Все, больше вот эта перестрелка. То есть они один раз выпалили все патроны и Да, да, ну вот говорят, что даже магазины у них пустые остались, обоймы. Когда я спрыгнул, упал, начал вставать, получил удар ногой по челюсти, значит, меня отключили ненадолго. Собрался, ну не то, что помутнение какое-то, собирался встать, почувствовал какой-то металлический предмет, как потом понял, это было дуло пистолета, мне жали прямо в висок, кричали матом, значит, если пошевелишься, продыряем. Ну, первая мысль у меня была, думаю, здесь террористы, что ли, думаю, сколько народу в самолете, значит, стреляет. И стрельба, да, очередями стреляли из автоматов. Ну, я не знаю, куда стреляли, но на земле. То есть солдаты стреляли из автоматов? Да там все были с автоматами. Солдаты, офицеры были с автоматами. Генерал даже с автоматом там бегал, я видел. Сознание четко работает, спасаться, потому что горит самолет. И когда команда лежать, в это время прыгает следующий пассажир, удар в спину дополнительно. На вас пассажир прыгнул? Да, у меня было порвано пальто по спине, остались следы. Правая рука была, в общем-то, зашиблена очень, видимо, ей досталось. Ну, в общем, получила перелом позвоночника второй степени. Была прооперирована в Ленинграде. Предстоит операция еще повторно. Но почему так избивали невинных пассажиров? Мы неоднократно пытались это выяснить у начальника штаба оперативной группы по освобождению заложников полковника Быстрова. Тщетно. Анатолий Федорович, у нас на студии сейчас снимается картина «Жили-были 7 Симеонов». Мы хотели бы с вами встретиться. А зачем это я буду встречаться? Что, я вам буду комментарии давать, что ли, к кинофильму вашему? Вы же там были, вы руководили, в общем-то, штабом. Я правильно руководил, но давать я в кино не буду. А почему? Что за фильм-то это? Это картина о семье Овечкиных. А семья Овечкиных, как они погибли под Ленинградом? Чтобы милиция вам комментировала, этого не будет. Я сейчас в обком наш позвоню, что за дела? Вот так, и до свидания. Что за дела, понимаешь? Овечкиных показывать будете, а вы будете милицию показывать. Милиция же присутствовала там вот. И пресекла присутствовала. Причем здесь присутствовала? Но я говорю, комментировать не будем вам. Ясно вам или нет? Ясно, что трагическая история с Овечкиными тянется корнями в прошлое, когда мы жили в атмосфере страха, тотальной секретности и запретов. Наши головы еще забиты устаревшими «нельзя». А жизнь-то подталкивает и требует «можно». Нужны новые законы, под стать пробудившемуся сознанию народа. Коллективное самоубийство русской семьи в горящем самолете – финал не только уголовного преступления. Это бунт, это социальный взрыв, сигнал. Это модель глобальной катастрофы, если в мире возьмет верх зло и насилие. Вот они, оставшиеся в живых Овечкины. Разрывайте их на части, стреляйте перед телекамерами. Живут они в шахтерском городе Черемхово, у старшей сестры Людмилы. После катастрофы семья собралась здесь. У нее своих 3, теперь стало 7. И кормятся они в основном тем же натуральным хозяйством, поскольку жизнь наша по-прежнему скудна.
кто же они? Овечкины, чья родительница указом Президиума Верховного Совета СССР была удостоена звания мать-героиня. Отщепенцы или часть народа? Такое состояние, жить ему некуда. Такое состояние. Это уже потом, да, когда детей забрала, что дети остались, что Ольга с Игорем взяла себя в руки, что действительно надо как-то это еще себя держать. Я не могла сначала никак отойти. Газеты эти одна за одной. Ну, вообще все это ненормально, все это, даже мне кажется, что все это не так, вот как-то не то все это. Ольга свою жизнь так и не устроила. Все отдала братьям. В порушенном доме мы нашли письмо Василия из армии. «Привет, лесорубы. Пишу вечером перед отбоем». Как Ольга поживает? Не бунтует? Держись, Ольга. Сейчас у нас испытательный срок. Если мы его выдержим, сами знаете, что нас ожидает. Оля, вот когда ребята бросили училище имени Гнесиных и вернулись в Иркутск, как вы жили в то время? Она в последнее время у нас вообще тяжело было материально. Ребята приехали из Москвы, и, в общем, нас здорово потрясло. У нее, она каждый день ходила вот на тот рынок маленький, торговала. Пенсию, когда ей назначили, она ее так ни разу не получила, 52 рубля. Или 51 с копейками, или 52 с копейками. Она плакала, я говорю, ты что заплакала, мама? Плачешь? Я говорю, ну, начислили, я говорю, с голоду-то не умрем. Так что, была обида? Была обида. Причем она обращалась ведь в обком партии о помощи. Ну вот как они устроились на работу, получал только Игорь, Саша, Вася, Дима, Олег по 80 рублей. Ну, это же смешно. Они уже взрослые, им нужно было зарабатывать. Ну и, как я думаю, что его настроил кто-то. Он говорил, что если есть в жизни вот именно тот случай, именно с ними, который либо пан, либо пропал, выбирать, значит, его надо брать. Ну, а существовать просто так, жить либо как, либо лишь бы жить, он не хотел прозябать. Вот вы решились уже уехать за границу. Вы не пробовали как-то официально это сделать? Я знаю, что это годами идет. Документы, оформление. Родственников нет. Да, они торопились. Время было Саша в армию идти, следом Игорь. Не знаю, не было того, что получится так у них. Вот они так говорили, в общем, словами, какой-то такой вариант, что в основном думали, что с ними будут разговаривать, что их посадят на аэродром, с ними будут разговаривать, объясняться. Но ведь сделали бомбы, обрезы. Ну, это только для видимости, что, в общем-то, не было рассчитано. Я не знаю, как они делали. Они все делали потихоньку.
Вы знали об этом? Да, я видела. Вот такой отчаянный выбор. Прорваться или взорваться. Вы знали, что братья так решили? Знала. Оля, вот вы рассказывали на следствии, что братья вас предупредили, если родишь от нерусского, ребенка задушим. Почему такая жестокость? Не знаю, я не объясню. Не знаю. А с ребятами что-то случилось. Я не могу объяснить. Их как будто кто-то гнал. Я понимала. Мне страшно было. Сами вы не пробовали как-то воспротивиться этому, уйти? Мне не хватило сил уйти. Бросить. Ну, простите, Ольга, а вот этот побег к человеку, от которого вы ждете ребенка, это была все-таки попытка вырваться? Да и до этого еще с мамой, когда мы в феврале месяце еще подружки ночевала. Поругалась с ними. В последний момент ваша мама, Нинель Сергеевна, все-таки согласилась. Ну как она сама могла принять такое решение? Покинуть дом, покинуть Иркутск, покинуть страну. Я не знаю, как вот вы бы объяснили, вы ее знали. Но мне до мамы не хватает ничего, ни силы, ни понятия. А мама сильная, хоть она и здоровьем слабая. Мне трудно ее понять. Она же могла приказать. Приказывать она не могла. Она же имела на вас достаточное влияние. Ну, в этой ситуации она никак не смогла повлиять. Игорь, а вот если бы она не поехала с вами, что бы было? Она бы не смогла не поехать. Да почему? Если бы мы полетели братья все, она бы обязательно поехала с нами или что-нибудь случилось бы. Вот если бы она сказала нет и все, я не поеду, вы бы без нее поехали? Такого не могло просто случиться. Игорь, вот ты говоришь, что у вас была такая спаянная, фанатичная семья, все вместе. Это когда вы надеялись на удачу. Но прости меня, когда все сорвалось и пришло время умирать, как вы условились, ты же все-таки убежал, спрятался. Значит, можно было оторваться. Платочек возьму. Трись платочек.
Приговор. Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 23 сентября 1988 года в городе Иркутске судебная коллегия по уголовным делам Ленинградского областного суда в составе председательствующего Киселева, народных заседателей Цыбро и Мовчанюка с участием прокурора Фурсова, защита в лице Воронова и Суворовой при секретаре Кабановой, рассмотрев в открытом выездном судебном заседании дело по обвинению Овечкиной Ольги Дмитриевны, 10 августа 1960 года рождения, уроженки города Иркутска, русской, беспартийной, образование среднетехническое, незамужней, работавшей поваром в ресторане «Ангара» города Иркутска, проживавшей по адресу город Иркутск, бульвар Рябикова. С учетом изложенного и руководствуясь статьями 301, 303 УПК РСФСР, судебная коллегия приговорила назначить меру наказания Овечкиной Ольге Дмитриевне в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии общего режима с конфискацией имущества. Овечкину Игорю Дмитриевичу в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в воспитательно-трудовой колонии общего режима меру пресечения Овечкиной Ольги и Овечкину Игорю оставить прежнюю – содержание под стражей. Какой-то злой рок ходит по пятам этой семьи. Их бабушку, мать Нинель Сергеевны, в голодном 43-м году за несколько картошек убил пьяный колхозный сторож. Саму Нинель Сергеевну застрелил собственный сын. Дочери вот суждено родить в тюрьме. Зло порождает зло. Так с чем же мы, люди, приходим в этот мир? В какой мере мы наделены свободой воли и в какой зависим от времени и судьбы? — 28 ноября 1988 года под знаком Стрельца Ольга родила девочку. Может быть, ей выпадет лучшая доля. И, быть может, время убавит жестокость. Когда летом на рассвете загляну в соседний сад, там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раз кудрявый, лед зеленый, лиственной, я влюбленный, искушенный перед тобой. Лед зеленый, как лед кудрявый, да раз кудрявый весной. Стоп, 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 все не так.